10 июля в ряде регионов России перестали работать банковские приложения. Отключилась и система быстрых платежей, СБП, сервис, которым в России пользуются плюс-минус все. Большинство жалоб из Санкт-Петербурга, но проблемы также были как минимум в Москве, Подмосковье, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областях. Не будем спекулировать на тему причин конкретно этого сбоя, который, возможно, будет полностью устранен к моменту выхода этого ролика. Однако нельзя обойти вниманием факт, очевидный для десятков миллионов граждан. В российском интернете в 2025 году буквально каждый день что-то отключается, замедляется или блокируется. Крупнейшие города нашей страны, а то и целые регионы, часами, днями и даже неделями сидят без мобильного интернета и GPS-навигации. В худших случаях еще и без сотовой связи. Сейчас об этом поговорим. Если у вас тормозит YouTube, по ссылке в описании способы, как ускорить, а также VPN Liberty, спонсор этой рубрики, бесплатно на 30 дней. На канале недавно у меня был выпуск на тему отключения интернета, и в комментариях к нему появилось много рассказов о том, как люди и в разных уголках России переживают происходящее. Сегодня я хочу почитать комментарии зрителей. Отклики пришли почти из всех миллионников. Были комментарии из многих крупных городов, от Липецка до Хабаровска, от Брянска до Барнаула. Ну и из небольших городов тоже были. Почему я считаю, что их нужно озвучить? Во-первых, когда люди остаются без связи, они часто думают, что это проблема только их. А в тех населенных пунктах, где коммуникации функционируют штатно, жители могут и не знать об отключениях по всей остальной стране. И говорить, что, мол, это за выдумки какие, все в России работает. Вон по федеральному телевидению про отключение ничего не говорят. Да и само оно не отключается. Жители различных регионов достаточно плохо знают о проблемах и несчастьях друг друга. Не хватает общей картины, которая дала бы понять, эта проблема затронула почти всю страну. И главным источником бед является не столько местное начальство, сколько высшее руководство страны. Во-вторых, попадались в комментариях и нетривиальные совсем истории. Иногда совсем страшные, иногда скорее курьезные. Вот, например, у нас можно дистанционно заводить и отслеживать местонахождение машины. И вот на прошлой неделе утром я собираюсь ехать на работу, а мне приложение показывает, что моя машина плывет по оке. Ну я-то знаю, что вчера оставила ее на платной парковке. И так уже вторую неделю. Муж даже пару раз ходил на стоянку проверять наличие машины на месте. Все эти, мягко говоря, странности нам объясняют отсутствием интернета. Кому-то может показаться, что подобные ситуации на фоне большой войны несущественны. Ведь гибнут люди, целые города, сотни тысяч ранены, миллионы лишились дома. Однако человеческая психика не особенно умеет воспринимать крупномасштабные трагедии, зато остро реагирует на частные истории, которые соразмерны человеку. Поэтому совершенно нормально, когда, к примеру, история японского пса Хатико и его умершего хозяина вызывает больше эмоций, чем свидетельства о японских же землетрясениях, которые за раз убивают тысячи людей, а сотни тысяч оставляют без крова. На эту тему как раз был хороший комментарий там. В России важно говорить о конкретностях войны, так это назвал автор. Вот сегодняшний выпуск как раз и будет состоять из таких вот конкретностей. Итак, ваши комментарии. Сначала прочитаю пару историй из разряда «если бы вы не рассказали, мы бы не подумали». Я не могу зайти к себе домой, так как домофон открывается с приложения. Спасибо соседу, который курил на балконе и открыл вчера. Не смогла выехать с парковки, так как ворота открываются с телефона. А интернета и сотовой связи нет. У меня стоит приложение «Следилка», которое отслеживает перемещение дочери для безопасности. Через ее геоданные. Приложение платное. Так вот, оно очень сильно глючит под глушилками. 2 раза я очень сильно испугалась, когда моя дочь пошла в магазин возле дома, а мне пришло уведомление, и на карте показывало, что моя дочь со скоростью автомобиля удаляется вглубь леса, в километрах 15 от дома. Через минуту дочь открывала ключами входную дверь. Это был ужасный страх. Получается, что все детские системы безопасности, трекеры, часы и так далее сейчас абсолютно бесполезны. Я в Питере влип на 6 тысяч рублей штрафа за неоплаченную парковку. Стоял полчаса, пытаясь оплатить. Интернета не было из-за глушилок. Потом все-таки удалось, но за это время проехало
несколько машин, фиксирующих нарушение оплаты парковки, у которых все работало. И мне начислили сразу 2 штрафа за неоплату по 3 косаря. Паркоматов рядом не было, все попытки разговоров с поддержкой ничего не дали. Я не я, хата не моя. Хотя всем понятно, что это не моя проблема, и наверняка таких, как я, было десятки. Целый шквал комментариев был посвящен теме такси. И речь там не столько о комфорте, сколько об утраченной безопасности. Я недавно в ТикТоке встретила молодую девушку, которая жаловалась, что из-за перебоев с интернетом теперь не вызвать такси. Она заканчивает работу поздно, и теперь ей иногда приходится несколько километров идти домой пешком, потому что автобусы уже не ходят. Я уже не живу в России, но задумалась, сколько женщин сейчас тупо не могут безопасно доехать до дома из-за того, что Пыня так решил. Сегодня ночью шла пешком на железнодорожный вокзал почти 2 часа. Такси не вызвать теперь. Проводники на этой станции сажают людей в вагон на честном слове. Валидаторы не работают. Тут читательница хотя бы смогла сесть на поезд. А вот история без счастливого финала. Рассказ достаточно длинный о том, что вообще ощущает человек, когда власти лишают его обычных благ цивилизации. Хочу поделиться своей историей. В это воскресенье 6 числа должна была уехать из Петербурга домой. Учусь здесь в вузе. Вышло так, что мне пришлось брать с собой довольно много вещей, 2 больших чемодана и 2 сумки. И мне чисто физически очень тяжело унести их в одиночку, и тем более ехать с ними на общественном транспорте. Так вот, в назначенное время я вышла на улицу с вещами и попыталась вызвать такси. И все без толку, интернета нет, номер Яндекса, который я прогуглила заранее, не работает, номера, которые мне подсказали в ближайшем отеле, тоже. Единственное такси, до которого удалось дозвониться, пообещало машину через час. Пока я разбиралась со всем этим, проходило время, и в конце концов мне не осталось ничего, кроме как тащиться в дождь с 2 огромными сумками на автобусе и метро. На поезд я в итоге не успела. Очень обидно, что мы сегодня не можем рассчитывать на такие базовые вещи, как интернет и мобильная связь, на которых завязана большая часть городской инфраструктуры и логистики. Как нетрудно догадаться, страдают не только пассажиры, но и водители такси, которые фактически лишаются возможности работать. У меня папа работает в такси. И да, когда нет интернета, он не может взять заявку, отметиться, что он приехал, даже если вызвали такси через оператора. Потому что приложение таксиста тоже работает через интернет. Вот сюрприз, кто бы мог подумать. Еще один комментарий, и поднимает он сразу 2 темы. Те, кто пишет, что это все мелочи, просто не представляют, сколько разных ситуаций может возникнуть. У меня папа пожилой. Поехал на кладбище, обратно я ему всегда такси беру. И вот, опа, пожилой человек один посреди поля. Все, к счастью, окончилось благополучно. Отец автора комментария добрался до дома. И вот автор продолжает. Или студенты, например, живет на съеме, а там нет Wi-Fi, пользуются мобильным. И тут бац, прямо перед экзаменом отрубают, готовься как хочешь. У меня дочь студентка в Питере, так что представляю все это хорошо. В комментариях были и достаточно неочевидные истории о том, как люди не могли из-за отсутствия сети получить медицинскую помощь. Например, у меня так мать к маммологу пошла. Приходит, очередь сидит во все кабинеты, народу много, Москва. Заходит к врачу, а ей говорят: я не могу посмотреть маммографию, интернета нет в больнице. Либо сидите ждите, либо приходите завтра. А она с полусломанной ногой, которая плохо срослась, из другого района, час ехала. Еще рассказ о том, как без интернета человеку льготное лекарство пришлось покупать за полную стоимость. Очевидно, это не та ситуация, когда можно было подождать, пока сеть снова заработает. Вот пишет. Я из Брянской области. Без интернета ужасно все. У меня мама с заболеванием сердца, и ей положено лекарство. Так ей не могут выписать, так как не могут зайти в учетную запись для подтверждения, и приходится покупать за наличку, в районе 15 тысяч выходит. А у меня мама пенсионер. Пенсия у нее 17 тысяч. Это благо, что она живет со мной. Была серия комментариев о том, что в 2025 году снова стал необходим проводной домашний телефон, иначе в экстренной ситуации не дозвонишься ни до скорой помощи, ни до пожарных. Вот одно из сообщений на эту тему. Не прекращу везде об этом писать. Горел дом, квартира, еле вызвали пожарных. Слава богу, вызвали, потушили, никто не погиб. Приехали быстро, что радует. Но сам факт того, что мы могли сгореть из-за всей этой хуйни, меня просто убивает. Я во время пожара уже на улице не могла позвонить отцу. Такси он вызвать ко мне тоже не мог. Ничего, блядь, нельзя было сделать. Открыть карту и посмотреть, где купить воду нельзя. Надышалась дымом. Самая большая категория комментариев про неработающую навигацию.
У спортсменов, велосипедистов и бегунов стали бесполезными трекеры. Родители не могут отпустить погулять своих детей, не работают смарт-часы, передающие геолокацию. Страдают автомобилисты, которые что в городе, что за городом блуждают по незнакомым дорогам. Один из зрителей из моего родного московского района Щукина вместо Химок доехал до аэропорта Шереметьево. Кстати, многие москвичи жалуются, что у них или все дороги ведут к Шереметьеву, или навигатор постоянно показывает, что ты уже там. Но навигации нет не только в Москве. По одним лишь жалобам на ее отсутствие можно изучить всю географию России, буквально от Курска до Камчатки. Вчера ехал с Владимира до Челябинска. В районе Новгорода сеть пропала, и так было до Уфы. Но камеры работали исправно, штраф пришел. От Нижнего Новгорода до Уфы, если что, ехать без сети более 900 километров. Другой водитель написал, что у него ни разу не было интернета, когда он пересекал всю Мордовию, которая так-то размером с 2 Черногории. В Смоленске GPS давно толком не работает. Ношу с собой компас. При наличии карты помогает понять, куда примерно нужно идти. Рекомендую. В дополнение ко всем бедам, очень все грустно у людей с играми и развлечениями. Лежал прошлую неделю в больнице после операции, Питер. Естественно, кроме телефона никаких развлечений. Все было ок, но в один момент пропал интернет, и его не было каждую ночь до 16 часов. Я 2 дня просто смотрел в потолок и в окно. Участвовали в киберспортивном турнире. Игрок из России не смог подключиться прямо на трансляции на весь мир. Техническое поражение, дисквалификация, позор. Поигрываю в одну онлайн-игру. Народ там в чатах в целом аполитичный. В какой-то степени даже лояльный. Но когда начинаются длительные и частые перебои с интернетом, очень красочно благодарят партию и правительство. Какими же надо быть дятлами, чтобы даже такую нейтральную публику настраивать против себя? Один из зрителей пожаловался, что у него на объекте отключились все охранные камеры. Этот комментарий мы показывать не будем на всякий случай, чтобы часом не привлечь какого-нибудь вора. Не работали, судя по откликам, и многие пункты выдачи товаров. Люди ко мне приходят, с 5 минут прыгают у окна в попытках загрузить свой код, в безуспешных попытках. Я раздаю интернет, и если он кое-как заработал, то дело заковыляло. Если нет, то, дорогие мои клиенты, без заказа. А заказывают они часто необходимые вещи. Детское питание, фильтры для воды и, простите за подробности, даже туалетную бумагу. Из-за невозможности оплачивать товары картой, россиянам приходится снова носить наличные деньги. Но в некоторых случаях и это не помогает. Без интернета какие-то вещи оказалось невозможно пробить на кассе, даже за наличные. Выезжали за город. По дороге из леса закончилась вода. До города час на электричке, до электрички еще час. Во всех магазинах один ответ – интернета нет. QR-коды, по которым пробиваются все напитки, не считать, продать не можем. Курортная зона. Детей достаточно, их родители рядом тоже ходили от лавки к лавке в поисках элементарного купить жидкости на жаре. Нетрудно догадаться, что страдают не только покупатели, но и предприниматели. Уже 3 недели нормально не работает госсистема «Меркурий». Для бизнеса это катастрофа. Очень сложно продать и, соответственно, купить весь маркированный товар. Так что неработающие карты – это еще полбеды. В конце мы дадим оппонирующий комментарий. Вероятно, это троллинг. Но даже так он дополняет общую картину. Если отключения реально помогают дроны отвести от цели в городах, то потерпеть можно. Нытья полно, конечно, не смог, мол, удаленно дома кондер включить. Кто-то пришел домой и парился первые 20 минут, ну прям бедолага. А кто-то не смог самокат взять и пришлось топать ножками, ужас-то какой. А кто-то поиграть не смог в очереди, ай-яй-яй. Люди, становитесь уже серьезнее, в самом деле, в какие тряпки превратились изнеженные. Каждому нытику по интернету хочу дать один совет. Просто представьте, каково в этот момент нашему штурмовику, который в грязи и крови пробирается по трупам врагов под градом пуль и осколков. Сразу полегчает вам, что вы в полной безопасности и комфорте с легким неудобством. В России сейчас проблемы не только с интернетом. Например, во время войны поставили на поток лишения гражданства. Конституция России прямо запрещает отнимать гражданство у кого бы то ни было. В Конституции нет никаких различий между полученным по праву рождения гражданством и приобретенным. И то, и другое прописано в основном законе четко и без возможности двойных трактовок. Но гражданство у людей отнимают.
И даже не по решению суда, где возможно какое-то разбирательство, доводы сторон. Нет. Просто в один момент человека ставят перед фактом. Он больше не гражданин. Потому что ФСБ написала какую-то справку, а МВД приняло решение. Без всякого суда. Именно это случилось на днях с главой предвыборного штаба Бориса Надеждина Дмитрием Кисеевым. Он крымчанин, получил российское гражданство после аннексии Крыма в 2014 году. В 24-м он повел себя как гражданин России. Встал во главе штаба предвыборной кампании потенциального кандидата в президенты. Это нельзя назвать иначе, как осознанной гражданственностью. Даже из пропагандистских соображений Дмитрия Кисеева можно было бы поставить в пример. Человек с русскими корнями стал россиянином и по-настоящему включился в жизнь своей страны. А его по непонятной процедуре из россиян изгоняют. И заодно дают понять всем уроженцам Крыма. Они могут быть лишены гражданских прав и депортированы по первому желанию левой пятки безымянного чиновника. Тоже относится и к жителям так называемых новых регионов, взявших российские паспорта. Мы делали разбор на эту тему. В оккупированных областях десятки тысяч местных жителей через разные схемы лишают квартир и домов. И протестовать они не могут, мигом лишатся и гражданств. К чему весь этот разговор в ролике про интернет? К тому, что современное успешное государство – это в первую очередь сервис, который строится людьми и для людей, чтобы закрывать их потребности. В личных документах, в сложной хирургической операции, в организации торговли, в обеспечении электричеством. Да, государство что-то требует от граждан, в первую очередь налоги и пошлины, которые в норме возвращаются людям в виде школ, мостов и парков. В некоторых странах требуется обязательная военная служба. Она объясняется необходимостью охранять мир. Вот граждане и охраняют его по очереди. Государство не может забирать у граждан больше, чем оно им дает. Если так случается, то значит государственная машина превратилась в иго, а власти расположились в своей стране как оккупанты. Режим, выстроенный Путиным на 26-м году своего существования, считает возможным отнять у россиян все, что угодно. И паспорт, и здоровье, и свободу, и жизнь. Список этот длинный и постоянно пополняется. Примерно с мая этого года, а в отдельных регионах и раньше, в него вошел и интернет. Пока у власти Владимир Путин, список этот будет пополняться и дальше. Как будет шириться и число граждан, которых это затронет. И, кстати, мобильный интернет также пример того, как режим ломает нужную вообще всем гражданам вещь. Интернет нужен и депутатам, и губернаторам, и министрам. До войны они пытались выстроить себе в России какую-то отдельную от остальных россиян жизнь. Но теперь 4-й год идет война, и выясняется, что никакого отдельного ото всех интернета у них нет. Это, возможно, не самый весомый довод, но хорошая стартовая точка для размышлений, на мой взгляд, которую я хотел бы предложить. А вам-то зачем Путин? Кому он вообще такой нужен? До завтра.